Здравствуйте, господа и дамы. Это вторая часть по обходу блокировок Рунета. Потому что в первой части, где я вам рекомендовал обход блокировок Рунета, само расширение, оно уже перестало работать. Поэтому пришлось поискать что-то интересное, то, что действительно работает. Я уже тестирую чуть больше 2 недель, и меня в принципе все устраивает. А самый главный плюс этого расширения, которое я вам покажу сегодня, в том, что он даже загружает видео на YouTube. Конечно же, со своими нюансами, но я покажу, как их иногда можно обходить. И что немаловажно, лично для меня супер важное, так это то, что рекламки-то на YouTube не будут включаться. Даже если мы отключаем адблок, они не загружаются. Лично для меня это огромный плюс, потому что YouTube чересчур балуется с рекламами, как мне кажется. По 20 секунд, по 2 рекламы в ролике, который идет всего лишь 3-4 минуты, но это для меня лично чересчур. Давайте начнем по порядку. Открываем наш браузер, любой, Chrome, Opera, Mozilla, то, чем вы пользуетесь. И пишем в поисковике Fast Proxy. Если Chrome, то естественно Chrome. Если у вас Opera, насколько мне известно, она может также сама без проблем установить со странички Chrome данный обход. Ну да, так оно и есть. Прокси на Opera установлен, хотя пишет удалить из Chrome. Переходим вот по этой ссылочке. Должно быть написано Chrome Web store.google.com. Будьте внимательны, чтобы не зайти на какой-то там левый сайт. Также я оставлю ссылочку в описании. Нажимаем на «Установить». Установить расширение. Идет загрузка списка сайтов для проксирования. Ждем некоторое время. Список для проксирования успешно загружен. Убеждаемся, что прокси у нас поставился без проблем. Стоит галочка и написано «Включено». И пишем, как пример, Patreon работает без проблем. Так же самое, как и Instagram, тоже все прогружается. Когда задействуется данное расширение, то есть подрубается прокси, у нас здесь включается как бы галочка. Если мы откроем те сайты, которые в РФ не заблокированы, допустим vk.com, прокси не включается. Будет все работать на нашей родной скорости. В этом огромный плюс, потому что если вы используете VPN, по умолчанию он будет работать на абсолютно всех сайтах. Что, допустим, запуская YouTube, ты хочешь открыть еще какую-нибудь ссылочку, но у вас будет странички прогружаться очень и очень долго. Я думаю, все уже с этим знакомы. Собственно, что там по YouTube? Давайте откроем Shorts, запускается, все работает. Следующее видео. Далее. То есть все без проблем подрубается. Если думаете, что это у меня там VPN, то я, допустим, сейчас отключаю. Смотрим дальше. Ну и вот у нас ничего уже не работает. Снова включаем. При этом занимает буквально там секунды 3. И все снова работает. То, что я говорил в самом начале, есть небольшой нюанс по поводу прогрузки некоторых видео. К примеру, нажимаем на любое из видео, и у нас будет написано, что мы зарегистрировали подозрительный трафик. Все, ты ничего не сделаешь. Не посмотришь никак видосик, придется только закрывать эту страничку. Тут абсолютный рандом. Бывает, подрубается, но чаще всего нет. Есть несколько вариантов, которых лично я нашел. Если вы знаете еще какие-то обходные пути, то делитесь в комментариях, как именно. Потому что мои способы, они такие себе. Требуют иногда заморочки. Первый способ работает в 90% случаев. Просто нажимаем не с помощью колесика или ПКМ, то есть именно открываем на этой страничке. Я так обычно ролики не открывал, потому что вот главная страничка, я раз нажал, там 2 нажал, пооткрывал себе разные окна. Здесь мы просто нажимаем LKM и ролик, вот как я говорил, в 90% случаев запустится и все будет работать. Если поставим 1080p, в принципе все работает. Иногда в зависимости от того, к какому именно прокси мы подключились, это все, как я понимаю, работает рандомно, могут очень долго прогружаться ролики на YouTube. Лучше поставить качество на автонастройка. Качество, конечно же, ухудшится, но тем не менее кое-как да посмотреть можно. А вот уже мои тесты каждую ночь, где-то начиная с 10 ночи и прям до утра. Работают абсолютно все ролики, даже 4К я запускал без проблем. Скорость очень быстрая, возможно, понижается нагрузка и, собственно, из-за этого у нас быстренько ролики прогружаются. Если такой вариант вам не помог, что вы нажали LKM, ничего не прогрузилось, хотя видите, сейчас все работает нормально. Иногда я как делал. Да, это, конечно, гемор большой. Нужно зайти на страничку канала и там уже найти данный ролик.
Так оно работает, в моем случае 99%. Это если прям супер интересно и нужно прям срочно посмотреть. Это то, что касается бесплатного варианта, который подходит абсолютно всем и каждому. Если у вас имеется лишние 50-150 рублей, в зависимости, где именно будете это смотреть, можете приобрести себе прокси. Как это делается? Что-то рекомендовать вам я конкретно не могу и не буду, потому что могут подумать, что это какая-то реклама, но нет. Пишем прокси и просто купить. Здесь у нас есть различные сайты, я за них не ручаюсь, подсказать конкретно что и как не смогу, потому что я покупал на одном сайте прокси, на втором, и что-то из них выделить не получится. Просто смотрите плюс-минус по цене и, самое главное, доступности. Вот, допустим, я открыл сразу первые сайтецкие с прокси. Кстати, вот, допустим, на этом сайте у нас есть бесплатные прокси. Здесь у нас указан IP, копируем, порт, тип, страна и анонимность. Чисто ради интереса можете проверить. Но на всякий случай мне стоит вас предупредить, что будьте осторожны с различными прокси, потому что некоторые сайты на них реагируют крайне плохо. Вы можете получить блокировку вашей учетной записи за использование прокси. Этого можно избежать частично. При покупке прокси у нас есть shared, то есть это общий прокси. Они всегда дешевле, но чуть более рискованные. И есть индивидуальные. Не сильно дороже, возможно, чуть-чуть безопасней. Кто в этом соображает получше, распишите в комментах, поможете мне и другим ребятам. Как, к примеру, на этом сайте мы можем купить на 5 дней, это будет стоить условно 100 рублей. На 1 месяц 176 рублей. Далее выбираем страну, которая нас интересует. Я хотел протестировать на Белоруссии, потому что, как мне известно, с ютубом там нет никаких проблем. Если вам чисто ради ютуба, то вот, мне кажется, Беларусь самое то. Возможно, могу ошибаться. Выбираем страну, количество и, конечно же, сроки. 5 дней, 10 дней и так далее. Нас интересует один прокси. Выбираем IP вручную. Их тут огромнейшее количество. К примеру, будет у нас Минск какой-нибудь такой. Готово. Далее оплата. Ну и, понятное дело, покупаем все это добро. После покупки мы нажимаем на наше расширение, настройки, и здесь ставим галочку на «Использовать свои прокси». Указываем, какой именно прокси мы купили. SOCKS либо HTTP. Вписываем IP-адрес и порт. Далее просто нажимаем «Сохранить настройки». Все, у нас подрубается прокси, тот, который мы с вами приобрели. Вот еще один сайт. Выбираем снова же IPv индивидуальные, страна Беларусь. И здесь у нас цена на 1 месяц идет уже за 100 рублей. Выбираем интересующий нас протокол, то, что я показывал ранее, HTTP либо SOCKS. Скорость до 10 бит. Маловато, конечно, но тем не менее. Возможно, для YouTube будет достаточно. По крайней мере, для Full HD, скорее всего, да. Как вы видите, цены на сайтах абсолютно разные. Где-то дороже, где-то дешевле, где-то безопаснее, где-то небезопаснее. Тут ищите самостоятельно, можете погуглить, почитать отзывы различные о сервисах, как это делается. Копируем название, ProxyLine, ну и читаем на отзывике, что там у нас по оценкам, все нормально, ненормально и так далее. И еще один давайте возьмем, GetProxy, чтобы было сравнение. Тоже вот оценочка. Читаем, все ли нормально, все ли ненормально. И уже делаем какие-то выводы. Как-то так. Если ролик показался полезным, можете поставить большой палец вверх и написать что-нибудь в комментариях. Как говорится, до скорых встреч.